Известнейший скульптор Петр Клод, автор знаменитых «Коней на Анечковом мосту», приобрел усадьбу в 1854 году в интересном месте Карельского перешейка между озерами Халалан-Ярви и Халилан-Ярви, а также Куу-Ярви. Происхождение названия этих мест является от фамилии местных жителей. Например, Халала произошло от слова халанин, род халанин. Усадьбу знаменитого скульптора окружали красивейшие поля и красивая речка. Название речки также Халалан-Йоке. Клотту принадлежали также соседние имения Раванти и другие земли в этих местах. К усадьбе уже, скорее всего, в финское время было проведено электричество, это видно по финской карте, и здесь была, если не мельница, то какой-то генератор стоял на речке. Скульптор прожил в своей усадьбе 13 лет, периодически туда наведываясь, естественно, он постоянно там не жил. И, что примечательно, он умер в своем поместье здесь. Об этом и о его подробном пребывании можно почитать в интереснейшем документе, который я нашел на сайте terekesb.ru, как и другую информацию об этом интереснейшем месте. В 1872 году имение покупается полковником Ганом, а затем полковником Крейтером. Вообще это были разные чиновники, служивые лица, и к ним переходило это имение, земли. Неизвестно точно, когда разрушилось здание. Скорее всего, в финские времена было здесь что-то уже другое здание. Согласно архивным документам, земли, которые принадлежали Клоту, или же их часть, в свое время также купил известный архитектор Александр Гаммерштедт. Об этом можно посмотреть вот в старинных документах и увидеть, что он также скончался здесь, в Куу-Ярви. Возможно, ему принадлежало имение Раванти или же что-то в окрестностях, может быть, даже ближе к озеру Халлан-Ярви. Этот архитектор спроектировал множество домов, как на Васильевском острове, так и на Петроградке. Последний же дореволюционный владелец земель барона Клота был Артур Кливер. После революции здесь были уже финские хозяева. На рисунке можно видеть изображение мызы Халала. На участке сохранилось множество фундаментов различных построек, но достоверно не определить, к какому они периоду относятся. Либо же к периоду Клотта, либо же к более позднему периоду. Но, тем не менее, величественно они завораживают также остатки старинного парка, дубы и березы. Такое очень красивое поле. Я подхожу к речке Халалан-Йоке, к месту, где была мельница. Первые весенние цветочки, которые растут много где, это ветреница. Она очень приятно пахнет, если ее взять, понюхать, нарвать. Но рвать лучше не надо. Она очень действительно красивая. Как бы она перед нами раскрывает лето, то что вот скоро будет лето. Тропиночка такая милая. Вот. И, кстати, туристическая стояночка. И место мельницы. Здесь или чуть дальше, буквально 1,50 м. Так, ну вот стояночка, как всегда, да, которая на берегах рек, если это, конечно, не Волчья. Здесь
очень мокро, ну и грязно. Все стоянки, которые вдоль рек, они замусоренные. Угу. С той стороны более обжитое, по-моему, место. Да. Ну и вот здесь своеобразный переход. Попробуй перейти, не упав. Я не буду рисковать. Ну и мне не надо. Я пришел к месту бывшей финской мельницы. Сейчас здесь ничего не осталось. Пороги. Но на финской карте от этого места обозначен то ли телефонный кабель, то ли, скорее всего, электричество. То есть кабель от электричества. И вот как раз мы видим что-то вроде похожее на остатки дороги. Действительно, это, я думаю, отсюда шла тропинка, ну, дорога уже к усадьбе, потому что усадьба Халала как раз таки вот буквально в 100 метрах или чуть даже меньше, вот в той части. Вот, да, видны остатки дороги. Даже что-то такое здесь было. Ну, короче, электрический провод, кабель, и он шел именно от мельницы. То есть мельница вырабатывала электричество и давала уже к усадьбе. Но там были финские хозяева уже в 20 веке, а Клод, он в 19 веке был. Я сейчас здесь перекушу и пойду. И вот здесь можно увидеть такую вот интересную штуку. Я не знаю, что это, но интересно, вдруг это что-то финское и оставшееся от мельницы. Ну и здесь видно, что здесь копали здесь. Конечно, можно списать на кабанов, но я думаю, не только кабаны. А вот здесь вот на дне, если присмотреться, можно остатки, вроде даже кирпичи это. Кирпичи. И небольшие постройки обозначены именно на той стороне. То есть на той стороне, видимо, был дом мельника, может быть, не знаю. Мне туда сейчас не дойти. За мельницей, если обойти кусты, будет такой вот красивый омут. Видно было, что раньше здесь было что-то вроде бы, может быть, моста даже. Или просто здесь купались. Песок. И вот следы жизнедеятельности. Там тоже вдалеке тоже есть мусор. Здесь, может быть, стоянка какая-то была, или ходили сюда купаться. Откуда-то. Даже спрей от комаров есть. Я вышел из Дебрей на поле обратно и прошел немного по полю. Ну вот я пришел. Вот это вот ограда участка. Из старинных булыжников. Вот она. А здесь вместе с каким-то мусором
какие-то... Нет, наверное, это все-таки не старая, не старинная. Так, ну и вот я вхожу на участок барона Клотта. Усадьба Халлала. Вот какие здесь огромнейшие деревья. Вон там впереди виднеется каменный погреб. Справа от него фундамент, видимо, усадебного дома. Вот это, если я не ошибаюсь, вообще лиственница. То есть точно посаженное дерево. Ой, лиса. Ё-моё. Ё-моё. Обалдеть. Как она выпрыгнула. Ничего себе. Ой. Ой-ой-ой, это здесь лисья нора. Ничего себе. Надеюсь, там не будет мужского пола лиса. Большая такая здоровенная лисица. Хорошо, что это только лисица. У какое дерево огромнейшее. Дуб, что ли? Иду поближе посмотрю сейчас. Так. Здесь она была, что ли? Да, лисья нора. Да, вот здесь вот. Вот отсюда буквально выпрыгнула она сейчас. И побежала. Да, прямо в листве, рядом с лиственницей нору сделала. Ой, да, вот здесь, вот она, еще одна нора. Такого камня я там не обнаружил. Возможно, сильно обвалованный погреб. А вот это вот действительно дуб. Дубовые листья. Вот огромнейший дуб. Усадебный. То есть не с финских времен, а даже еще со времен барона Клотта. Тоже с финских, но 19 век. Вот ограда также тянется. Вот сюда куда-то убежала лиса. Так, ну вот фундамент. Скорее всего, усадебного дома. Там, да, наверное, погреб. Он обвалованный просто. Весь в земле. Ну вот фундамент. Вот рядом с усадебным домом огромнейший ледник, погреб открытый, очень глубокий, весьма глубокий. Я который встречал, они не были никакие такими глубокими, а этот, ну метра 3, я думаю. В него даже, да, так просто не забраться наверх будет, если спуститься, хотя не, можно подтянуться, можно спуститься. Ну, короче, вот такой вот памятник архитектуры, я бы сказал. Здесь у меня паучок повис. Вот кто-то накопал такую интересную штуку. Похоже она, кстати, на цепь, старинную цепь похоже. Вот это вот, мне кажется, вот не знаю, аллея, дорога, во всяком случае, очень похожая. Видно, по бокам растут деревья, а в середине ничего не растет. Вот заброшенная бывшая дорога усадебная. Ну и как раз, да, вела прямиком вот к главному дому. Кирпич с клеймом АП. И дальше искать еще, чтобы найти.
Вот, фундамент здесь оплыл. Земля его поглотила почти вот здесь, в этом месте. И он под землей оказался. Вот другой конец этого фундамента большого. Здесь виден камень, я бы сказал бы, необычный гранит, какой-то благородных, мне так кажется. За первым каменным погребом второй находится. Он уже поменьше, более разрушенный, но суть одна и та же. Вот здесь у него был вход, видимо, как и там. Возможно, он был такой же длины, просто сильнее оплыл. Да, возможно, такой же, скорее всего, да, такой же высоты. Ну вот, такая красота. Ну, в принципе, и все, я думаю. Вот там тот погреб и усадебный дом. За тем погребом находится еще один фундамент. Это уже не погреб, именно фундамент. Так что это еще не все. Вот фундамент какого-то здания служебного. Может быть, конюшня. Чуть дальше находится еще один фундамент, совсем старенький. На нем видны какие-то пристройки, и они советские. Советские пристройки, мне так кажется. И вот я понял, что это старый фундамент, только вот по вот этому вот старые блоки гранитные. Все очень заросло, и даже весной здесь из-за этих кустов плохо все видно. Вот еще один небольшой фундамент на выходе из усадьбы. Вон там усадьба. И вот почти заплывший фундамент какого-нибудь сарайчика. Я сейчас буду идти к усадьбе или хутору Раванти. Там находится. Фундамент этот. По дороге к хутору Раванти обозначен один дом еще. И вот я его посещаю. Такой фундамент на краю поля. И еще фундамент на подходе к хутору Раванти. Даже два фундамента. Вон там еще один стоял дом.
Выросло дерево на нем, потом дерево сгнило, и осталась такая дыра. И вот второй фундамент уже весь заросший в кустах. Тут с шипами. Старенький, поэтому я не пойду. Вот он. А в соседней усадьбе Раванти в 1915 году отдыхал известнейший композитор Сергей Рахманинов. Просто уникально, что в таком месте переплетены судьбы столь интересных людей. Об этом свидетельствуют воспоминания его родственников, а также красивая открытка с изображением протоки Куярви, которую он отправлял. Это также можно прочитать на сайте terioksb.ru. Скорее всего, он снимал дачу у последнего дореволюционного владельца этих земель, Артура Клевера. Привлекают внимание и дороги до этих усадеб. Они шли. И сейчас они заброшены, но они прослеживаются на спутнике. Чуть-чуть. Вот дорога до Халалы. Вот она. А вот остаток дороги до другого имения Раванти. Я подошел к Раванти. Вот здесь вот должна быть дорога, которая раньше вела к реке, и был мост через речку. Сейчас все заросло. Вот какие-то камни и дубы. Здесь растут дубы. Вот листья дубовые. Там я проходил какие-то ямы. Может, погреба какие-то. В ямах там камни навалены, много очень земли. Так, вот я подошел к месту, где был дом. Опять большущий фундамент. Кирпичи без клейм. А, нет. Клейма есть. Вот какое красивое клеймо. Первый раз такое вижу. И вот какая-то штука непонятная. Интересно, это советская или финская старая? Наверное, старая. Вот и колодец, кстати. А, наверное, была усадьба. Хутора так богато не уложены. Вот даже какой-то декор или покрытие такое красивое. Да, дом был огромный, да, значит, это все-таки усадьба, а не обычный там хутор, да. Если к ней даже дорога через мост
был мост и через речку. Вот такой вот Раванти. А это похоже на веранду. Такой полукруг, если представить, что здесь была вот веранда деревянная. И люди сидели, любовались на лес. Вон там дом, и за домом еще какой-то вот. Здесь я дошел до фундамента. Вот что-то такое необычное строение. Я так думаю, да, это что-то для скота. Может быть, коровник, может быть, это вот поилки были, поилки. Длинное такое. Да, возможно, поилки для скота. Вот здесь вот стояли коровы, например, в загончике таком, и вот так вот было. Ну или лошади. Может и нет, может просто фундамент такой. Так, вот, видимо, это дорога к этой усадьбе, только за ней уже. Вот, и я сейчас вышел на очередное поле. Ну, в принципе, и все. Я сейчас иду уже вдоль речки Халлан-Йоки буду идти. Только не, ну, вдоль, но на расстоянии от нее, потому что там, я думаю, будет слишком много бурелома. Пройду это поле, потом будет газопровод. Через него перейду и по лесу немного пройду, а потом уже будет другие поля. И я выйду на шоссе и пойду уже к Халила на 483 автобус. Сохранился фундамент финской народной школы деревни Куужярви. Находится рядом с шоссе и рядом с частными домами. Я думал вначале, что он уничтожен, но нет, он вот сохранился. Большой длинный фундамент. Находится рядом с поворотом дороги, которая ведет в Халлила. И дорога проходит слева озеро Халлилан-Ярви, а справа протока Куужярви, которая соединяет озеро Куужярви, где я сегодня был, и Халлилан-Ярви. Еще одно живописнейшее место – мыс Пунаниеми, деревянный мыс. Здесь была расположена усадьба, принадлежащая Карлу Фердинанду Урсину, сыну Пьера Урсина, которому принадлежал участок, на котором построили императорский санаторий Халлила. Вообще Пунаниеми переводится как «деревянный мыс». На мысу также была граница между деревней Халлила и деревней Макула. Усадьба расположена еще на старых картах конца XIX века, и ее хозяин был казначеем императорской канцелярии Финляндии.
то бишь чиновником. Но в 1894 году он скоропостижно умирает в своем имении и усадьбу выставляют на продажу. И в 1903 году участок переходит императорскому санаторию Халлила. Но в 1909 году случается пожар и все сгорает. Именно поэтому на довоенной финской карте 938 года, вот это самый известный, здесь никаких построек не обнаружено, потому что здесь уже ничего не было. Интересна также и живописнейшая протока Кууйоки между двумя озерами Кууярви и Халиланjärvi. Также на Терекском сайте я обнаружил фотографии моста финского, который был здесь. И также вот несколько открыток даже. И сейчас, если пройти по новому мосту и спуститься по тропинке вниз и посмотреть, то будут видны остовы старого финского моста. В настоящее время мыс почти застроен, но по нему сохранилась красивая тропинка, и даже можно там купаться в озере. Самая южная часть озера Халиланjärvi. Красиво здесь. На холме холм такой. И озеро. Рядом с местом впадения протоки Кууярви в озеро находится мыс Куннаниеми. Очень красивый живописный мыс. На него ведет тропинка. И здесь, так понял, люди купаются. Пляжика нет, но зато, мне кажется, здесь нормальное дно. Более-менее глубоко, потому что камни и нет водорослей. Летом надо будет проверить это все. А вот протока, которая соединяет озера. Судя по течению, она все-таки течет из озера Халиланjärvi в Кууярви. Хотя я почему-то думал, что наоборот.